Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам о взаимодействии мышц тазового пояса. Основа всех работы мышц, то есть мы помним, что все всегда определяется сверху и потом уже идет вниз. Не как зачастую, к сожалению, почему-то думают ортопеды, что там неправильное положение стопы вызывает нарушение искривления таза. Нет, все наоборот. Не снизу вверх все проблемы идут, а идут сверху вниз. Вот таким образом. Чтобы вы понимали просто. Поэтому основные две мышцы, которые задают тон у нас в тазовом поясе, это подвздошно-поясничная мышца и ягодичные мышцы. Подвздошно-поясничная идет двумя головками. Почему и называется подвздошная и поясничная. Подвздошно-поясничная. Одна головка выстилает изнутри подвздошную кость вот здесь, а вторая головка идет от боковых отростков поясничных позвонков. Вместе они соединяются вот здесь в паху и прикрепляются вот в этом месте примерно к бедренной кости. Соответственно, когда эта мышца напрягается, то нарушается ее баланс, она является антагонистом с ягодичной. Вот баланс нарушается. То есть, когда мы лежим в норме, вот мы легли на спину, да, стопы у нас вот так, под 45 градусов. Это нормальное положение стоп. Как должно быть, когда подвздошно-поясничная и ягодичные сбалансированы. Когда этот баланс нарушается, то, соответственно, стопы не так, а вот так находятся, или, наоборот, вот так. Вот когда вот так, это показатель напряжения ягодичных мышц, что эта ягодичная мышца, на себя перетягивает. А когда стопы идут внутрь, это показатель напряжения подвздошно-поясничной мышцы, перенапряжения. Да? Вот. Теперь нюансы какие? Эти две мышцы связаны с очень многими проблемами и создают нам очень много проблем при своем перенапряжении. Начнем с ягодичной мышцы. Самый простой вариант. Перенапряжение ягодичной мышцы вызывает развитие коксартроза, артроза тазобедренного сустава. Я ягодичные мышцы называю, здесь их на самом деле 5 мышц. Я все общую группу называю ягодичные мышцы. Чтобы понятно было. Их напряжение вызывает развитие артроза тазобедренного сустава. Неприятность не маленькая, да? Подвздошно-поясничная мышца. Ее напряжение вызывает сразу кучу проблем. Во-первых, ее напряжение и провоцирует напряжение ягодичной мышцы, что может уже привести к развитию коксартроза. Во-вторых, эта мышца связана с целой цепочкой с мышцами ниже. Да? Как ягодичная, у ягодичной своя цепочка, у подвздошно-поясничной своя цепочка. Какая это цепочка? Вот мы говорили, подвздошно-поясничная идет. Да? Она связана с мышцами задней поверхности бедра, с этими мышцами. И она связана с этой малоберцовой мышцей передней поверхности голени. Что делают эти мышцы? Задняя поверхность бедра связана вместе с подвздошно-поясничной. Она при перенапряжении дает, что человек ходит на полусогнутых. Вот так. Это показатель перенапряжения этой мышцы. Показатель перенапряжения подвздошно-поясничной, когда человек ходит еще вот так. То есть мало того, что на согнутых, еще и так согнувшись. Это тоже просто-напросто, это не старость, это показатель напряжения этой подвздошно-поясничной мышцы. Что она еще делает? Еще большие неприятности создает людям. Она напрягает мышцы промежности. А напряжение мышц промежности приводит к тому, что у женщин они слабо держат мочу. Захотелось писать, нужно срочно бежать, а то описываюсь. Это показатель напряжения этой мышц промежности, которые связаны с подвздошно-поясничной. То есть надо расслаблять подвздошно-поясничную. Второе. У мужчин тоже вызывает напряжение мышц промежности. Но мужчины чаще начинают бегать в туалет ночью. То есть 5-7 раз мужик встает ночью в туалет пописать. Это показатель перенапряжения этой самой подвздошно-поясничной мышцы. И еще, и это тоже не все, что вызывает напряжение подвздошно-поясничной мышцы. Оно еще вызывает рост доброкачественных опухолей. У женщин рост миом матки, у мужчин рост аденом простаты.
Это тоже является, то есть вот эти опухоли являются следствием перенапряжения подвздошно-поясничной мышцы. А вы скажете, а что же такая вредная мышца? Да что же она все напрягается и напрягается? Что ей надо? А элементарно просто, дорогие друзья. Дело в том, что вот эти две мышцы, ягодичная и подвздошно-поясничная, они связаны с нашей энергетикой. Подвздошно-поясничная связана с женской энергией, а ягодичные связаны с мужской энергией. Поэтому видели, как в транспорте мужчины сидят вот так, ножки широко, а женщины как сидят? Вот так, внутрь. Почему? Потому что женская энергия напрягает подвздошно-поясничные мышцы, мужская энергия напрягает ягодички. Вот как оно все устроено. Поэтому, если возникает какой-то дисбаланс энергетический, ну, например, женщина там по условиям жизни живет одна, там без мужа, должна все делать по дому сама, там все это, она будет ходить вот так, у нее будут О-образные ноги, вот, и вот такая морская переваливающаяся походка. Почему? А потому что у нее будут перенапряжены мужские ягодичные мышцы. То есть мышцы, которые обладают мужской энергией. Потому что у нее избыток мужской энергии. Поэтому будут напрягаться вот эти мышцы. А когда женщина слабенькая, худенькая, несчастная, вот, и ходит вот так, вот, это показатель перенапряжения подвздошно-поясничной мышцы. И для женщины, ну, это, если не брать перебор, когда это избыток, да, то, в общем-то, это вариант нормы. Но зачастую мы видим и у молодежи мальчики начинают ходить вот так. Это сразу же показатель того, что человек не чувствует себя сильным, не чувствует себя мужчиной. Вот. Он чувствует себя слабым, незащищенным, и вот так вот ходит. Сразу на этого мальчика родителям надо обратить внимание. Увеличивать в нем мужскую силу, энергию, уверенность в себе. Почему? Потому что когда он чувствует себя слабеньким, вот тогда такое ходит. А мужчина должен быть мужчиной, у него должна быть мужская энергия. Соответственно, и вот я говорю, мужчины ходят вот так, а женщины ходят вот так. Вот как должно быть. Но я уже сказал, что перенапряжение, соответственно, подвздошно-поясничной мышцы создает кучу проблем. Ну, как его определить, тоже я уже сказал. Каждая из этих мышц, подвздошно-поясничная, ягодичная, имеет свои мышцы, с которыми она связана, и которые будут тоже при ее перенапряжении тоже будут напрягаться. Соответственно, я уже сказал, что у подвздошно-поясничной это мышцы задней поверхности бедра и малоберцовые мышцы. Хотите реально понимать, что происходит с вашим телом и как себе помочь без таблеток? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь я делюсь уникальными методами самостоятельного восстановления здоровья. А если хотите полную картину, загляните в курс «Энциклопедия здоровья». Это 200 видеоуроков от доктора Божьего. Как работает тело, что делать при самых разных недомоганиях. Уроки по алфавиту. Нужная тема всегда под рукой. Ссылка в описании под видео. К чему приводит напряжение малоберцовой мышцы? К развитию поперечного плоскостопия и тому, что большой палец уходит внутрь вот сюда, в стопу. Вот, так называемый халюкс вальгус называется в медицине. Это все следствие перенапряжения малоберцовой мышцы. Но малоберцовая будет перенапряжена тогда, когда перенапряжена задняя поверхность и, соответственно, подвздошно-поясничная. Поэтому это все звенья одной цепи. Если у человека поперечное плоскостопие и халюкс вальгус, это показатель того, что у него перенапряжена и подвздошно-поясничная мышца тоже. Поэтому эти все проблемы развиваются вместе. Напряжение мышц задней поверхности, я уже сказал, дает ходьбу на полусогнутых ногах. Напряжение в самой подвздошке, сгибание вот так и стопы внутрь, когда лежим. Вот. И напряжение малоберцовой – это халюкс вальгус и поперечное плоскостопие. Вот эта цепочка, которая связана с подвздошно-поясничной мышцей. Следующая цепочка, которая связана с ягодичной мышцей. Она, как все клетки, в принципе, все мышцы, как клетки на шахматной доске. Каждая белая окружена черными, каждая черная окружена белыми. Поэтому понятно, что если здесь, здесь и здесь, вот, то у ягодицы, наоборот, будет здесь, здесь и здесь.
Вот, то есть вот как бы в обратном порядке. Ягодичная мышца связана с квадрицепсом, мышца передней поверхности бедра и икроножной мышцей. Что будет при этом? При напряжении ягодичной мышцы, мы сказали, развивается коксартроз. При напряжении мышц передней поверхности бедра, квадрицепса, развивается гонартроз, артроз коленного сустава. И при напряжении икроножной мышцы развивается продольная плоскостопия. Если при малоберцовой поперечной, то при икроножной продольная плоскостопия. Вот. Но и это не все. Икроножная мышца своим напряжением вызывает варикоз. Почему? Потому что такое варикоз? Варикоз – это нарушение венозного оттока. Да? Кровь – это жидкость. Снизу вверх сама она, как и любая жидкость, не течет против земного притяжения. Для того, чтобы она двигалась снизу вверх, должен быть насос, который ее качает. И вот этим насосом как раз является икроножная мышца. Именно ее работа прокачивает венозную кровь и не создает варикоза. В случае, если икроножная мышца забита, она работает плохо, КПД этого насоса снижается, кровь застаивается, возникает варикоз. Вот, дорогие друзья, каким проблемам приводит нарушение работы мышц нашего тазового пояса. Просто чтобы вы знали, потому что, к сожалению, наши ортопеды и травматологи об этом ничего не знают. И еще один момент. Поскольку я уже сказал, что тонус наших мышц располагается как клетки на шахматной доске, то чаще всего так и бывает, что если, например, напряжена квадрицепс справа, то задняя поверхность будет слева. Если икроножная будет справа, то малоберцовая будет слева. Вот так чаще всего и бывает, соответственно. Вот. Поскольку у нас мышцы передней поверхности бедра тазовые вот эти подвздошные кости смещают на себя, когда при напряжении смещают вперед, то мышцы задней поверхности бедра при напряжении смещают кости наоборот назад, вот так. Да? Соответственно, очень часто бывает ситуация, когда у людей одна нога длиннее другой. Из-за чего это? А это именно из-за того, что смещаются вот так кости, как бы скручиваются подвздошно-поясничные кости. Поскольку это скручивание создается, как мы уже только что сказали, кости стоят не как захотят, а как их держат мышцы. Соответственно, вот это неправильное стояние костей, скручивание создается напряжением на более длинной ноге. Получается, вот передняя поверхность бедра, а на более короткой ноге задняя, мышцы задней поверхности бедра. Вот, перенапряжены. Соответственно, чтобы убрать вот это, выровнять длину ног, элементарно просто нужно что сделать? Сделать на более длинной ноге растяжечку для мышцы передней поверхности бедра и на более короткой ноге сделать растяжечку для мышц задней поверхности бедра. Вот и все. Таким образом вы выравниваете таз и выравниваете длину ног. Все элементарно просто. Вот основные проблемы, с которыми чаще всего приходится встречаться при каком-то мышечном дисбалансе в мышцах тазового пояса. Благодарю вас, будьте здоровы и приведите себя уже в порядок.